говорят, здесь очень красивые райские пляжи. Я их здесь вижу прямо отсюда. Сейчас я ближе подойду. Там продают, короче, галлюциногенные грибы. Ничего здесь не работает. Вообще нет ни стула, какой-то убитый стол, там, которому лет 50. Сейф, естественно, не работает. На них навешивают бедолаги. А жалко этих лошадей, поэтому мы ходим пока пешком. Догадайтесь, что ждут все эти люди. Ну, конечно же, прекрасные балийские закаты. Последним пунктом нашего двухмесячного путешествия стали острова Гили. Это будет финальный аккорд к нашей насыщенной и яркой поездке. Итак, друзья, чтобы добраться до островов Гили, единственный порт сейчас, с которого можно туда поехать, называется Падангвай. Вот, мы только что до него доехали. Отсюда идут прямые, быстрые теплоходы, такие катера, которые за час 45 доставят вас до этих островов. Но сейчас мы испытали за всю поездку колоссальный стресс, потому что ехали на такси с нашего отеля сюда и попали в огромную пробку, потому что была церемония кремации, перекрыли всю дорогу больше, чем на час. Буквально бы еще 20-15 минут, и мы бы все, пропустили бы наш корабль, и уже бы сегодня не уплыли туда, были бы потеряны билеты, деньги, пришлось бы ночевать в каком-то здесь отеле. Короче, были большие проблемы. Я рад, что мы успели в последний момент, пробка рассосалась, мы доехали сюда, и сейчас через 10 минут залетаем уже в корабль, отсюда стартуем и плывем на наши острова. Это будет последняя остановка в нашем путешествии. Итак, друзья, вот мы сели в такой огромный паром. Здесь достаточно комфортно, огромные кожаные удобные сиденья, наверное, лучше, чем в аэропорту, в самолете, я имею в виду. Очень комфортно, посмотрите. Много места, для ног много места. Работают кондиционеры. Все новенькое, чистенькое. Есть туалет, есть мусор. Думаю, поездка пройдет очень хорошо. Доплыли мы до острова Гили-Траванган. Вот только высадились. Очень легкая дорога. Советую эту компанию, на которой мы плыли. Оставлю ее название, координаты внизу этого видео. А сейчас мы вот так двигаемся в наш отель. Он находится, написано, 5 минут пешком от порта. Остров очень маленький, наверное, за 20 минут его обойти можно. Транспорта здесь никакого нет, но это я расскажу позже. Поэтому следующий будет обзор нашего отеля гестхауса. Начну свои съемки, а как обычно, с рум-тура. Отель просто большой, трэш полный. Нас предупреждали, что здесь на острове Гили очень много проблем. Трэшовые отели, например, 80% отелей нет горячей воды, то есть надо мыться в душе холодной водой. Сейчас я вам покажу, это, наверное, самый худший отель, где я был в жизни. И проблема в том, что здесь других отелей не найти, когда вы открываете букинг, ни одного свободного отеля нет в эти даты. Показываю. Вот так выглядит вход в отель. Вроде как бы, можно сказать, мило. Коридорчики, домики такие. Ресепшн. Смотрим дальше. Подходим. Вот здесь всего 5 номеров. Вот начинается шок-контент. Смотрите. Заходим мы в отель. Вот так выглядит комната. Это просто дичь. На первый взгляд здесь какие-то потолки прогнившие. Кондей, который еле как работает. Ничего здесь не работает. Вообще нет ни стула, какой-то убитый стол, там, которому лет 50. Сейф, естественно, не работает. В дверях
дырки какие-то на стенах, плесень. И вот здесь посмотрите, как залепили, все, наверное, вода текла где-то. Вот такая комнатка. А вот, собственно, сам душ. Ну, душ так себе пойдет еще. Ну, проблема то, что холодная вода только. Ну, а мы пойдем хотя бы погуляем по острову, посмотрим, что здесь смотреть. Особо здесь смотреть нечего, кроме снорклинга, прогулок на велосипеде и так далее. Да, тяжело. В итоге, спустя 3 дня мы покинули этот ужасный отель и пожаловались на него в Booking, который его сразу же удалил со своей площадки. Острова Гили – это 3 маленьких куска суши между Бали и островом Ломбок. Гили Траванган, Гили Эр и Гили Мено. Удивительно, но на всех 3 островах нет ни одного автомобиля или мопеда, только велосипеды и повозки, запряженные лошадьми. По сравнению с Бали, здесь реально можно забыть, что такое пробки и выхлопные газы. Мы решили остановиться на острове Гили Траванган. Это самый активный из 3 островов. Его часто называют островом вечеринок, потому что тут вечером всегда что-то происходит. Пляжные бары, живые диджеи, фаер-шоу и так далее. Но если ты не тусовщик, все равно будет чем заняться. Днем здесь кайфовый снорклинг. Прямо у берега можно встретить черепах, рифовых акул, мурен, и все это с маской и ластами. Есть даже затонувшие статуи, популярное место для фото и дайвинга. Туда мы отправимся чуть позже. Кстати, погружаться сюда приезжают со всего мира. Гили считается одним из лучших бюджетных мест для получения дайверской лицензии, но я бы с этим поспорил. Интересный факт. Несмотря на крошечный размер, обойти остров можно максимум за час. На Травангане есть даже своя смотровая площадка, мечеть, школа, а еще целая улица с кафешками, где можно найти еду на любой вкус, хотя цены заметно выше, чем на Бали. В 2018 году острова сильно пострадали от мощного землетрясения. Почти вся инфраструктура Гили была разрушена. Отели, кафе и дороги. Но местные быстро все восстановили, и сейчас остров снова живет полной жизнью. Это реально круто, как они быстро с этим справились. Одним словом, Гили Траванган – это идеальный микс расслабона, движухи и красивой воды. Идеально, чтобы замедлиться под конец путешествия. Вот так выглядит основная улица здесь, где расположен сам порт. Там мы приехали, люди высаживаются. Здесь направо-налево кафешки, пляжи. Вот лошадки такие здесь по всему острову, о которых я говорил, ездят. Единственное такси, которое существует. Но советуют ими не пользоваться, потому что бедные лошади по такой жаре прут тачку. Им, наверное, очень тяжело. Представьте, здесь, наверное, с чемоданами вот так килограмм 300, а то и до полтонны на них навешивают бедолаги. А жалко этих лошадей, поэтому мы ходим пока пешком здесь и будем ходить. Максимум можно взять велосипед, покататься в прокат. Мы решили двинуть на пляж, покупаться в этой замечательной водичке. Говорят, здесь очень красивые райские пляжи. Я их здесь вижу прямо отсюда. Сейчас я ближе подойду и сниму это место. Сам остров здесь можно обойти, наверное, за час быстрым шагом. Ну или часа полтора медленным. Но многие люди здесь снимают велики и на них катаются. Мы, наверное, тоже так сделаем, потому что наша маленькая, весь остров она пешком не обойдет еще и по такой жаре. А вот и сами пляжи здесь. Посмотрите, какая красота. Белый песок. И как я вам и говорил, вот здесь находится Гили Мено остров прямо напротив. Здесь, наверное, метров 500 до него плыть. Ходят такси так называемые за 50 тысяч. Мы сами находимся на острове Траванган, Гили Траванган, а вот за этим островом есть маленький еще остров Гили Эр называется. А вот здесь огромное побережье, это уже начинается остров Ломбок. Он, наверное, больше по территории даже, чем сам Бали, или такой же огромный остров, который надо отдельно прилетать и путешествовать на нем. Ближе к северу острова, для тех, кто не знал, здесь вот такие
кафешки есть полно. Я не буду их снимать, но вот здесь и везде там продают, короче, галлюциногенные грибы. И некоторые люди специально приезжают сюда, чтобы потриповать. Это странно, что легально остается здесь это. Как бы власти закрывают глаза, как я понял. Поэтому вот на этих всех точках, которые вы видите на пляже, люди приходят. Я подошел, узнал, делают вам фруктовый коктейль. Туда смалывают эти галлюциногенные грибы, и люди принимают. Там даже есть свое меню в зависимости от силы, какой вы приход хотите получить. Так, для информации. Отсутствует равновесие. Мозг в отчаянии понимает, что он ничего не может передать позвоночнику. Решили мы после пляжа прогуляться по острову. Вот дошли до северной его части. Наверное, минут 15 шли пешком от основного пляжа, где купались. Чем известно это место? Здесь сансеты, солнце садится, люди на лежаках, в кафешках садятся и смотрят закаты красивые. На море видно сейчас отлив, но люди плавают, потому что вроде бы здесь много черепах. Везде таблички Turtle Point. Наверное, их очень много водится. Но мы завтра это узнаем, потому что я взял билеты на экскурсию всем. Нас будут возить на все 3 острова Гили. Останавливаться в каждой точке, снорклить, фотографироваться. И почти ну не весь день, 5 часов берет экскурсия. Поэтому, скорее всего, мы переместимся сразу завтра. Мы пришли на одну смотровую точку. Здесь засели в кафешке. Догадайтесь, что ждут все эти люди. Ну, конечно же, прекрасные балийские закаты. Посмотрите, какая красота. Кстати, на фоне, вот я вижу, это же гора Агунг в Амеде, где мы были. Пик ее отсюда даже виден. А вот где садится солнце, это была лавина. Просто нереальная красота. Доброе утро, друзья! Мы находимся сейчас на пляже. По программе у нас сегодня снорклинг. Мы будем целый день, ну не целый день, 5 часов плавать по разным точкам, вьюпоинтам, нырять, смотреть черепах, кораллы. Проплывем все 3 острова Гили и вернемся обратно после обеда. Уже сейчас нам выдали маски, как обычно, ласты, и ждем отправку нашего катера. Погнали! Но я постараюсь снять все самое интересное и показать вам в этом видео. Погрузились в такой большой веселой командой. Сейчас будем толпой гонять бедную черепаху в океане. Наши ребятки, вот эти водители гиды. Отплываем от берега. Вода, конечно, цвет здесь космос просто. Сейчас мы прыгнули в новой точке. Идем смотреть статуи какие-то потопленные. Неро. Даша, все по очереди выпрыгивают.
Одно из самых популярных мест на Гиле для снорклинга – это затонувшие статуи, о которых я вам уже говорил. Композиция называется Nest. Она символизирует круг жизни и выглядит, конечно, эффектно, особенно на фото и видео. Но по факту туристов тут столько, что иногда кажется, будто ты нырнул в аквапарк. Мое личное мнение, в плане подводного кайфа Амет был куда круче. Вода прозрачнее, рыб больше, людей меньше. Здесь же красиво, но слишком инстаграмно и шумно. Хотя галочку поставить можно. Делают нам небольшую остановочку на острове Мену. Это значит, что мои ноги и мое тело побывают на всех 3 островах сегодня. И Гили-Эр, и Гили-Мену, и Гили-Траванган, где мы проживаем. Вот, люди выгружаются, сказали пауза здесь, полчасика, потом пойдем опять снорклить. И еще будет ланч на острове Гили-Эр. Так вот. На острове Мена нам предложили посмотреть черепашек маленьких, которых выращивают и потом выпускают в море жить. Вот они маленькие плавают. Смотрите, сколько их много. Отсюда мы стали ближе намного к острову Ломбок. Вот здесь осталась у нас одна точка, вот на Гили-Эр, 3-й остров, про который я вас рассказывал. Сказали, мы там будем кушать, и одна точка плавать, снорклинг, и уже потом будем возвращаться. Прибыли мы на Гили-Эр, 3-й остров. Все, отмечаемся здесь, как я и хотел. Отсюда прям вообще Ломбок подать рукой. Буквально здесь, наверное, 400 метров. Сейчас идем кушать и будем потом уже плыть обратно на наш остров. Последняя точка мне очень сильно понравилась. Там красивый коралл, много рыб было и огромно увидели черепаху, вот 1,5 метра, наверное, длиной. Но экскурсия в целом зашла, это плавание, поэтому ставлю зачет. Сегодня наш последний день на острове Гили. Мы сняли вот такие 3 велосипеда. Покататься. Мне, как обычно, Машу придется возить на багажнике. А вот это Дашин с Миро велики стоят. Мы взяли их, чтобы прокатиться по всему острову. Везде будем останавливаться, плавать, смотреть. Потому что восточную часть, то есть западную часть мы вообще не видели еще. Сегодня посмотрим, за весь день обкатаем. Первая наша остановочка — это Turtle Point. Здесь такой тенечек нашли под деревом и сразу лучезарное бирюзовое море, океан такой красивый. Сейчас занырнем, посмотрим, видно ли здесь черепаха или нет. Сейчас будем пытаться найти черепах здесь, но навряд ли они у берега так плавают. Сейчас посмотрим, с Миро пойдем вон туда подальше. Вот мы нашли ее, вот она плавает, показываю. Ну а мы, друзья, двигаемся дальше в поисках новой точки. Надо за сегодня объехать весь остров. Кстати, а что его тут объезжать, наверное, за час можно? Но мы просто останавливаемся везде. Чуть отъезжаем вглубь острова, и здесь уже такой бардак, срач, грязь. Живут местные. Ничего не обустроено, беднота, нищета. Жесть, короче.
на западной части, вот мы сейчас едем, тоже ничего такого красивого нет. Здесь вообще стройка какая-то идет. Уже мы километр едем, наверное, или 2. Ну, с одной стороны виллы, отельчики, а с другой вот эта стройка, кошмар, некрасиво как. Единственное интересное место, что я здесь увидел, был кинотеатр на открытом воздухе, там бесплатный вход с подружечками такими. Вечером показы фильмов или мультфильмов, и можно прийти, лечь и просто бесплатно полежать, посмотреть на большом экране на пляже фильм, и рядом там бар, кто хочет кушать, пить тоже может заказать. А так пока все. Как вы можете видеть, друзья, море здесь абсолютно некрасивое, здесь, как я понял, весь день. На западной части отлив, купаться невозможно, только если, наверное, пешком вон туда дойти. Ноги переломать себе все. На той стороне Бали, кстати, хорошо видно. Поэтому я понял, что на этой стороне у всех отелей есть красивые бассейны. И все люди чилят в них, потому что купаться в море невозможно. Ну, такой себе отдых для меня. Приехать на Гили и купаться в бассейне. Я в Бали за 1,5 месяца, наверное, там раза 3 в бассейне купался. Просто люблю море. Мы уже на самой южной части острова. Вот здесь такой бар прикольный, смотрю. Розовый все. Сиденья розовые, диванчики. Бинг, Куку, Бич Клаб. Но опять же, Бич Клаб, а моря нету здесь. Вон оно, все ушло, одни кораллы видно. Купаться невозможно. Получается только на восточной стороне, получается, только, друзья, можно купаться целый день в хорошем море. Во всех остальных местах острова это надо знать заранее, как говорится. Купаться нельзя, только в бассейнах. Это не очень практично, или получается людям отсюда надо ехать каждый день на велике на другой пляж. Мы, наверное, сейчас минут за 40 весь круг острова сделаем на велосипеде и вернемся в итоге на ту точку, откуда мы начинали. Ну а дальше мы решили поехать вглубь острова, и перед нашими глазами открылась очень печальная картина. От открыток с пальмами и бирюзовой водой тут не осталось и следа. Вместо этого заброшенные постройки, мусор, горы пластика и запах, мягко говоря, не океанский. Контраст с пляжной зоной просто бешеный. Такое ощущение, что остров убирают только там, где туристы делают селфи. А стоит свернуть с главной тропы, и все, добро пожаловать в реальность. Вот так выглядит жестко в самом центре острова. Куры, грязь, мусорка. Я уже совсем забыл, что сегодня 17 августа, это национальный праздник во всей Индонезии, это День независимости, везде проводятся разные игры командные. Сейчас я буду участвовать в них. Насмотревшись, как местные тянут канат, я тоже решил в этом поучаствовать. Трэш и Гоморра. Please take your position and be ready. And count to 3. 1, 2, 3. Тянули мы этот канат, как репку из сказки, изо всех сил.
И судья по какой-то причине не засчитал нашу победу, когда нога соперников пересекла линию. И в итоге мы проиграли. И тут захотелось закричать: «Судья продажный». Ну что, друзья, расскажу вам о принятом нами решении. Мы решили уехать с острова Гили и вернуться на Бали на 4 дня раньше, потому что решили, что здесь делать абсолютно нечего, очень скучно. Все, что хотели, мы здесь посмотрели и решили поменять билеты, аннулировать отель, поменять билеты на пароход и вернуться на Бали, провести еще 4 дня в Куте, город Кута возле аэропорта, а потом уже улетать. Что еще хотелось сказать? Остров Гили, ну, как вы сами видели, здесь ничего интересного, кроме снорклинга и белоснежных пляжей нет. Больше мне здесь особо ничего не понравилось, поэтому ехать сюда или нет, решать вам. Я считаю, что Бали в сотни раз интересней, богаче во всем, в достопримечательностях, в интересных пляжах и так далее. Хотелось еще поделиться своими мыслями по поводу нашей почти двухмесячной поездки в Бали. Это было просто прекрасное путешествие, которое заканчивается буквально через 4 дня. Это был лучший отдых и отпуск, огромный отпуск в моей жизни. Надеюсь, сюда когда-нибудь еще вернусь. И на этом мои выпуски с Бали заканчиваются, друзья. Если вам нравится, не забывайте подписываться, если вам нравится мой контент. И до новых встреч с новых мест интересных. Пока!